А чем похоже Детройт стать человеком и тяжелый дождь? И нет, не моим супер оригинальным переводом и даже ни одной командой разрабов. Это что-то находится глубже. Уважаемые пездлы, здравствуйте, здесь снова Тис или тот самый бубнящий дед на фоне. Сегодня мы погрузимся в одну из мрачных историй города игры Heavy Rain, станем настоящим Шерлоком и обязательно прокатимся на эмоциональных качелях. Игру по классике проходил на Твиче, ссылка на него и на мою телегу вместе с остальными соцсетями будут в описании. Доставайте свои зонты, а мы начинаем. В смысле вертолет? А, такой вертолет, господи. Я совсем уже, я уже просто летел. Я отпускал резко. Прежде чем мы перейдем к сюжету, я хочу слегка налить воды в сценарий и пересказать страницу Википедии. Ебать, я, конечно, гений. Да ты, Макс, Тихо нахуй. Heavy Rain была выпущена в 2010 году эксклюзивно для Sonic 3. Это все прекрасно знают, как и то, что в 2019 году она посетила ПК. Ну а через год она начала продаваться уже в Steam. Да, спустя 10 лет из-за контракта с Sony. Вот такие, бля, хитрожопые японцы. Ну вот топ-5 интересных фактов. С вами Ликей, мы погнали. Экстра бал, с вами Ликей на канале самого народного топа в мире. Топ-5, дай, раз, два, три, четыре, пять. Heavy Rain могла выйти на ПК на самом релизе, если бы майки не плюнули разрабам в лицо. С их темой похищения детей, убийствами, голыми сиськами. А то, знаете ли, рекламодателей это не сильно привлекает. Sony же рискнули и через время тупо сказали, чё съебало майки. Ведь они взяли максимально защику, после кучи положительных отзывов и кучу наград. В честь Heavy Rain даже хотели когда-то сделать экранизацию по сюжету игры. Но вот почему не вышел, нам остается только гадать. Игру делали 4 года, в разработке использовали современные технологии того времени. Вдумайтесь, 170 дней снимали захват движения. Было приглашено более 70 актеров и даже каскадеров для реализации анимации в игре, которая в общей сумме вышла 30, блядь, тысяч. А в основу сюжета вошли реальные истории разрабов, одной из которых поделился Дэвид Кейдж, один из основателей Quantic Dream. Heavy Rain, короче, хз, почему Heavy KSTF 2. В общем, для меня эта история very special, типа, прикиньте. Это типа мой первый раз, и я про то, что я написал историю, которая реал произошла со мной, прикиньте. Не типа прикиньте, я сынка потерял, и не в том смысле, что я его смыл в туалете, нет. Просто я потерял реал сына в торговом центре. Мы тусили всей движухи, я, жена и сын в сумме. Ему было 5 вот, в пятерке акция на огурцы была, и... Я хз народа было как на ВБ, прикиньте, ПВЗ. В какой-то момент мы потеряли друг друга, и все длилось от силы 5 минут, и я просто столько нервов и эмоций испытал, в общем, дерьмо, настоящее дерьмо, прикиньте. Он потерял сына в торговом центре, и во время поисков он перенес кучу мыслей и чувств, что стали прототипом для начала завязки сюжета. Кстати, сыну все гуд, его нашли. Сможешь ли ты найти выход из самой жопы? Смог бы ты пройти все препятствия и упав снова встать? И нет, это не начало MrBeast игр, это просто вопросы, которые застревают у нас в голове при очень большом пиздеце в жизни. Яркий пример это когда туалетка закончилась в самый неподходящий момент. Настоящие мужики в такой момент всегда могут пожертвовать туханами. И главный герой нашей истории Итан не стал исключением. И нет, сейчас речь пойдет не про туханы, туалет. Ёбаный бес... Самая худшая подводка к сюжету. Ай, пошли уже вниз. Задолбался уже здесь сидеть. Он там типа ширинку засекал. А, чё, давай не смывать, да посрать, жена придет смоет. Резко, словно понос деда, мы приступаем к основе. Базе игры Heavy Rain. Сюжет. Ребятки, тут просто пизда, тут такой кипиш. Как будто побывал в фильме, при этом помогая героям не скопытиться. Кратко описать весь этот голливудский сериал будет, конечно, тяжело, но я постараюсь. А также я советую самим поиграть и прочувствовать все это. Ну и также, если вы не хотите словить спойлеров. В общем, жил-был мужик Итан. Простой такой перец, любящий оставлять черкаши в бухте и любитель погонять шары, пока дома никого нет. У него есть 2 сына и жена. Простите, были 2 сына и жена. В один из вечеров после встречи с клоуном по имени Гейси, Джейсон, старший сын, решил неудачно поиграть в прятки и спрятался под машиной. Молодец! Плюс засратые комменты в ТикТок и плюс отмена в интернете. С Новым годом! Мать охеревает, отец в отключке, а толпа уже отправляет видос в группу Топор.
Ну и после чего у Итана происходит полная жесть в жизни. Уходит жена и его последний сын Шон, и казалось все. Веревка, мыло и ливаем сервака, админы хуесосы. Ну и вдобавок Итан начал забывать, когда последний раз смылся, из-за провала в памяти, а не хойки, как вы могли подумать. И на этом история резко обрывается, и нас знакомят с новым героем Шелби. Он у нас частный детектив, что занимается делом о таинственном убийце мастером оригами. И здесь у нас начинается стройка сюжета, поэтому, блять, не мешаем узбекам и проходим дальше. Шелби, в отличие от полиции, о которой поговорим позже, понимает, что в деле могут помочь только жертвы убийцы. А их, кстати, немало, и первой из которых стала Лорен, та самая мадам на Патриках. Только ее отличие в том, что у нее есть мозг, а это редкий ресурс. Из ее сына сделали бумажного лебедя. Ладно, градус тупых шуток уже повышает допустимый лимит. Ну уж не настолько мой юмор плох, чтобы задыхаться. Долбоёб, у Шелби астма. Вон он чё. А я уж хотел пошутить про фантомный член во рту. Плюс отмена в интернете. Кстати, для Кунг-фу Панды он сражается очень неплохо. Отвешивая нормальных таких люлей бывшему Лорен, что захотел себе безлимитные услуги. Как я ранее говорил, делом о мастере оригами занимается не только Шелби, но еще и полиция. Ну как занимается? Сержант Блэк, можете просто называть его мудак, поверьте, он будет только рад. Он хочет быстренько закрыть дело и отправить домой агента СВБР Нормана крутым очком от Xiaomi. Но Норман же не придерживается стиля «ебись на все конем» и привык делать дела нормально. Так же нормально, как и закидываться солью. Шутки про Питер здесь не будет. Да, вы верно поняли, он тоже один из участников этой Санта-Барбары. Знакомимся мы с ним на одном из выездов по делу мастера оригами. Там он четко рекламирует очки от Xiaomi, и там же мы узнаем почерк убийцы. У всех жертв присутствует орхидея, и ебать, как не очевидно, в руках находится фигурка оригами. Пыльца орхидея. На груди жертвы лежит орхидея. Маленькая фигурка оригами в правой руке. Вероятно, убийца поместил ее в кулак жертвы уже после смерти. Короче, выглядит пока что так, как будто у полиции нет ровным счетом ни хера. И вы даже правы будете. Но не все так плохо в этой истории. После инцидента с Джейсоном проходит 2 года. Итан, чудом не заблудившийся по дороге за хлебом, всячески пытается наладить контакт с Шоном, единственным сыном. Даже записался к психотерапевту. Но игра резко вспоминает про свое название. Напоминает для тупых «Тяжелый дождь». Настолько тяжелый, как и ноша Итана, что умудрился потерять второго своего сына Шона. Я просто похлопаю. Батя года. Тяжелая ноша или же тяжелые вещества. Итан очутился вдруг на улице, стоя под струей дождя, держась за оригами фигурку. Так еще и орет на всю Ивановскую. Не, оно точно тяжелые вещества. После чего обращается в полицию, где даже 2 слов связать не может. Так еще и бывшая жена читала по полной. Задается лишь один вопрос. Первый подозреваемый у полицейских по делу мастера оригами или же отец, страдающий от шизы. В это время наш бегемот заехал в пятерочку, где работает отец одной из жертв мастера оригами. Он оказался разговорчивым только после того, как его шарашкину контору чуть не грабанули, отчего Шелби его спас. Помимо небольшой информации, дед передает детективу коробку из-под обуви, где вместо паленых найков лежат какие-то сраные бумажки. Вот же, сука, ваш этот Валберес. Сраные бумажки, как ни странно, оригами, на которых написано задание для родственников жертв. И теперь вы можете понять, насколько отделу полиции похер на все происходящее, если они даже не смогли расспросить семью жертв. После такого открытия образ мастера оригами напоминает мне Джокера, что не хочет славы или денег, он хочет лишь хаоса, а за место Бэтмена у нас здесь полиция. Об этом догадывался и последний ключевой персонаж в истории — Мэдисон, журналистка с очень неплохими такими видами. Опа! Так, ну, простите меня. Сейчас, секунду. Во, посмотрите на мое страшное лицо. Я понимаю, это, конечно, не самое лучшее, что вы могли увидеть в своей жизни, но что есть, то есть, как говорится. Нет, здесь, блядь, душ. Нет, здесь только ванна. Погодите. Опа! Это что такое? И очень странными снами, где ее пытаются убить бандиты. А может, это тайна ее фетиша, а вместо книги она пишет фанфик. Ну Это тогда понятно, пиздец. почему она страдает от бессонницы. Тем временем история снова показывает нам Итана, уставшего от постоянных желтушных пабликов в телеге. Все! Итан сошел с ума. Теперь он думает, что он в матрице.
Это пиздец какой-то. На вокзале Итан не собирался валить в Геленджик на отдых. Сюда он прибыл из-за таинственного письма, что привело его к очень интересной вещице в ящике. Вместо обращения в полицию Итан начинает свое расследование. Ну оно и правильно, нахуй это надо. К сожалению, вместо закладки в коробке задания, за выполнение которых Итан получает часть адреса, где спрятан Шон, а также телефон с видео, где Шон сидит в канаве. Плюс отмена в интернете. Сука, я напиздел по поводу градуса тупых шуток. Ну короче говоря, мистер Бист совсем ебанулся со своими видосами. Я отжал у людей 100 домов, чтобы продать их и депнуть в казик. Пока Итан проводит свое расследование, полиция угорает над презентацией Нормана и опрашивают левых типов, подходящих под профиль убийцы. Всего таких нашлось двое. Религиозного шиза Натанаэля, что сошел с ума из-за давления Блэка, в итоге его пришлось грохнуть. И Мирослав, вспомнивший про Subway Surf, но, к сожалению, слишком поздно. В общем, полиция не занята ничем полезным. В отличие от Шелби, что не сидел на месте и шел по горячим следам мастера оригами, расспрашивая родственников убитых. Следующей такой стала мать-скрипачка с мелким годовасиком, муж, который ушел за хлебом и не вернулся после утраты сына. Он оставил дома подозрительно похожий телефон на тот, что нашел в коробке Итан. Лысая нянька спас юную скрипачку и, убрав говно младенца, покидает дом. Кстати, о Итане. Он решает покинуть этот свет. Ну, что сказать, осуждаем. На самом деле он решил выполнить первое задание, где нужно проехать по встречке. Здесь нас знакомится со всеми прелестями КТ-механики, а мои пальцы после этого выглядели как-то так. Награды за Mario Kart стал кусочек адреса. Цель данных испытаний — проверить твою очковость и готовность рискнуть всем ради твоего чада. Дальше задания будут не менее ебанутыми, а Итан все меньше будет походить на человека. Благо спасает его жопу Мэдисон. Первая встреча этих двух необыкновенная. Итан приходит в себя и сразу же знакомится с ней, полуголой. Ну ничего, Роу 34 не происходило, не подумайте. И пока холостяк моется, Мэдисон собралась обыскивать хату, и в куртке она нашла как раз таки фигурку оригами. А я напоминаю, она журналистка. Пока полиция допрашивает Мирослава, второго подозреваемого, Шелби пытается разгадать загадку мастера оригами, и на помощь приходит Лорен. Если не забыли, она у нас мастер по... Она предлагает работать вместе, подкупая Шелби конвертом, такой же, что у Итана. Помимо конверта у Шелби есть зацепка по делу, связана с местным сыном Шалавы, отца олигарха с кучей связей и личным сервером в GTA. Короче, серьезный дядя. Зовут его Чарльз Крамер. Его сын немного ебалай, решивший похитить дитя, чтобы стать похожим на мастера оригами. В это время Итан продолжает выполнять задания, а Мэдисон его хилить. В благодарность он шлет ее нахер. Девочке гринфлаг подъехал. А у полиции наконец-то начало что-то получаться. У Мирослава есть железное алиби, а вот у Итана нет. Особенно после того, как его сдает бывшая жена, сообщая о его странном поведении и походам по ночам в дождь. В этом моменте я чуть ли не прозрел. Вспоминаю, что у Итана провалы в памяти, вдобавок еще и сильный стресс, что мог бы вызвать появление второй личности, которая является мастером оригами. И пока вторая личность гонит бесов, первая, сам Итан, пытается исправить ошибки второй. Об этом и подумали копы, начав розыск Итана по всему городу. В расследовании не без помощи Блэка, мудака, помогает психотерапевт Итана, дающий инфу и фигурку оригами. Полиция смогла выследить Итана, удивительно, и даже задержать, несмотря на отчаянно пытавшуюся помочь Мэдисон. Чую я романтику. В участке мудак всеми силами пытался выпить признание, чтобы побыстрее закрыть дело. Норман единственный нормальный коп, но которого никто не слушает, отчего тот чуть не сорвался и не нюхнул пыльцы феи, питерской феи. А может и нюхнул, ведь он верит Итану и верит, что он жертва, а не охотник. Гениально накрыв Итана простыней, он освобождает его. А вот куда смотрели другие копы, хрен его знает. Мэтт тоже старается помочь Итану, выясняя, что здание, где Итан лишил себя очка, пальца, сдает некий хирург Адриан. Ее план заключался в следующем: соблазнить деда, понять, кому он сдавал этот шалаш и выйти сухой из воды. Иронично, что название игры, я напоминаю, «Тяжелый дождь». Ну и как вы думаете, пошел ли ее план по пизде? Адриан оказался у нас Андреем. Чикатило. Следующей его жертвой должна была стать Мэдисон, но она вовремя вспомнила про ачивку вернуть отправителю. А также она успела осмотреть хату и нашла брошюру из Голубой лагуны, место в Таиланде.
Да ты, видимо, там частый клиент. Собрав все улики и зацепки с камер наблюдения с места похищения Шона, Норман приходит к автомастерской шоколадного зайца. Он оказался чертом, пытавшийся убить питерского бойца. По итогу вяжем типа, что сдает некого Паку из Голубой лагуны. Все указывает на то, что в Голубой лагуне есть ответы. Но Шелби с Лорен после кучи работы приходит на могилу некого Джона Шепарда, мелкий пацан, любящий паркур и погибший на стройке. Ну а чуть позже парочка замечает Крамера, проходящего на могилу Джона. Неужели Итан реально не убийца, и все дороги вели к сыну Крамера, отец которого успешно заметал следы, имея огромное влияние в городе? Мэтт не терял время зря и направилась танцевать в Голубой лагуне ради внимания Пако. Он в этом клубе некий босс. Хуесос. Заманив в темный уголок, Мэтт устраивает допрос Пако, узнав только имя мастера оригами – Джон. Норману, пришедшему чуть позднее, повезло гораздо больше, и он смог даже помахаться с мастером оригами и заснять его с помощью своих крутых очков от Xiaomi. Но что владельца гнилого яблока пососали? В эту ночь не повезло только Итану, начав свою романтическую линию с Мэтт, и также уверенно закончив ее, узнав, что она журналистка, подумав, что она с ним только ради материала. Так еще и копы накрыли отель, и пришлось бегать по крышам, словно вектор. Отказавшись от денег Крамера, Шелби и Лорен оказались немного на дне, из которого выбраться удается только Шелби. Не смирившись с этим, он разваливает всех охранников Крамера, переименовав себя Бабой Ягой. Дед маленько в ахуе, аж сердце не выдерживает. Ну чё ты, старый гондон, тебе это уж не поможет. Медленно достав из своего кармана ножпу, дает таблетозу старому, спася его жопу. В благодарность он рассказал, что его сын реально убил одного дитя, желая стать похожим на мастера оригами. А цветы, что он приносит на могилу Джона, лишь вина за случай, который произошел на его стройплощадке. Получив кучу ответов на разные вопросы, мы не получили один важный ответ. Кто же стоит за делом мастера оригами? Итан? Кто-то из отдела полиции? Или может Крамер нам все напиздел? С этим вопросом мы отправились к матери Джона, Ане, болеющей Альцгеймером. И нет, это не болезнь геймеров, это потеря памяти, восстановить которую можно лишь частично, создавая образы, отсылающих на прошлое. Так и поступила Мэтт, постепенно возвращая Анну в прошлое. Но та наотрез не помнила, что у нее был второй сын. И лишь принеся цветок орхидеи, она вспомнила, что после трагедии с Джоном второго сына усыновили, и имя его история обрывается. Как и жизнь Итана, если бы он выпил яд, это его последнее задание. Отказавшись, Итан ищет похожие адреса, что есть в городе, используя звук на фоне видео. Лишь одна попытка, которая стоит жизни будущих детей из Шона. И в это время Норман складывает все найденные улики воедино, и получается, что мастером оригами мог бы стать полицейский. Резко вспоминаем одного очень недружелюбного мудака, что хотел бы быстрее закрыть дело, и у которого были возможности замести улики вместе со связями и все, что могло бы помочь ему скрыть свою личность от правосудия. Имя ему Блейк, он идеально подходит под прототип мастера оригами, против него есть все улики. Но давайте-ка мы вспомним историю с Итаном, где было ровно то же самое. Все улики показывали на него, но по итогу кучу сомнений и неуверенность, а на кону стоит жизнь маленького ребенка и жизни других детей. Об этом помнит и Норман, что вспоминает о еще одном копе, только он в отставке. Норман все понимает и уезжает на старый причал, после чего появляется флешбэк с места смерти Джона, чьи последние слова были Скотти. Скотт Шелби. Скотт Шелби. Имя того самого детектива, или же мастера оригами, что под видом расследования избавлялся от своих следов преступления, забирая коробки из-под обуви с оригами, телефоны, карты памяти, все, что было связано с делом. Без шуток, я хлопаю режиссером на этом моменте игры. Мэтт поняла быстрее парней, завалившись в дом к Скотту, ища доказательства. Но Скотт не дурак, он решил избавиться от квартиры с тайной комнаты, где он хранил информацию о всех жертвах. Мэтт узнал адрес, где находится Шон, и даже смогла выбраться из пожара. Вот он, старый ангар, место, где сейчас может решиться все. Погибнет Шон или же его спасет любящий отец под прицелом множества полицейских. Подготовив все свои мышцы на пальцах, я по максимуму постарался оставить всех жить. Самым тяжелым испытанием для меня стал бой Нормана и Шелби, из которого должен был выйти лишь один победитель. И как удачно, что им стал Норман. Я с такой ненавистью нажимал на кнопки, лишь бы проучить Скотта и дать прочувствовать ту боль, что ощутили семьи жертв. И у меня это вышло, как и оставить в живых всех главных героев, включая Шона. Как позже я узнал, это самая лучшая концовка в этой, не побоюсь сказать, шикарной игре. Даже несмотря на техническую часть ремейка, которая выдавала
создавал фризы, лагал иногда, я получал максимальный кайф от этого кинца с кучей важных выборов, что именно ты должен сделать, при этом знав, что каждый выбор, каждое слово несет последствия. А каждое действие может стать последним и решающим в той или иной концовке. А концовок тут довольно-таки много, и пройдя игру вы сможете перепройти какие-то сцены ради одной из концовок. А сюжет игры просто нет слов. Один из лучших сюжетов в игровой индустрии, но придает атмосферу и тон повествования, конечно же, музыка. И музыкальная часть Heavy Rain — это то, что нужно слушать отдельно, лечь на пол, словно на автоблок, и просто погружаться в этот тяжелый, густой дождь, что надвис над городом и героями нашей истории. Герои, кстати, которых объединяет не только общее дело, а еще и личные проблемы. У кого-то бессонница, у кого-то зависимость, а у кого-то вообще шиза. Но никто из них, несмотря на это, не пожаловался. Они продолжали бороться. Даже если и концовка истории была бы мрачной. Это как раз таки урок, что пытаются донести разработчики нам в течение всей игры. Как бы не были твои проблемы серьезны, верь в себя, вставай, продолжай бороться. Ведь без усилий ты никогда не получишь хорошую концовку. Такие же усилия приложили разработчики, что в конце получить шедевр игровой индустрии, классику, историю, которую я буду вспоминать, когда надо мной будут лишь тучи и тяжелый, не заканчивающийся дождь. Спасибо всем опездалым за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, новости, анонсы стримов и прочее дерьмо только там. Поздравляю вас с будущим или прошедшим Новым годом, в зависимости, когда вы меня смотрите. Надеюсь, в вашей жизни будут только яркие, солнечные дни, а о дождливых и серых днях вы забудете напрочь. Не болейте и удачи, а я пойду подводить итоги уходящего года. Пока!